Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за добрые слова. Спасибо вам за то, что делитесь своим сокровенным, своим жизненным опытом. Спасибо. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклад общий, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Мужской взгляд. Что мужчины говорят о вас, что думают о вас. Посмотрим, рассмотрим. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Вы подарочек, да? Небес. Точно узнаете себя. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Интересно. Думала мужчина, что за чертовщина. Так. Буду уточнять. Итак, токсично я. В чем дьявол? Девочка, наученная уже, к сожалению, своим горьким опытом. Уже мудрость по сове обрела. Так, а при чем тут, вот тут сестринство, это о чем? Земля. Почему-то мне сразу показали какой-то коллектив, то ли сообщество женское рядом с вами. Вы можете принадлежать к этому коллективу, да, но при этом, знаете, визуально вроде бы вы им принадлежите, можете создавать иллюзию того, что вы с ними. На самом деле отторжение, как будто бы ваше сердце не с ними. Я даже не знаю, как это объяснить. Скорее всего, вы не разделяете взгляды, может, этого коллектива. Может быть, вам дискомфортно в нем находиться. Может быть, пока вы для себя так считываете, это временное ваше там нахождение, пребывание. Может быть, даже какие-то подруги. Вот на данный момент, подруги даже не знаю, может быть, какие-то как... Знаете, бывает дружба, которая уже длится годами, да, может быть, с детства, с юношества. И получается, на данный момент мы выбираем там друзей себе там по сходным каким-то интересам, да, моральные качества, там какие-то ценности. А в детстве часто нас судьба сводит, да, и мы вот так вот как-то дружим, какая-то дружба может длиться, может быть юношеская, может быть там вместе вы обучались чему-то, да, в школе, в институте. И тут может быть вот такое. Почему-то мне показан этот коллектив. Вы можете периодически общаться с этими людьми. Земля. Это как стабильность, но стабильность какого рода? Все мы земные жители, да, и все мы социальные, хотел сказать животные, тоже животные, да, социальные существа. Поэтому у каждого из нас вот такой какой-то круг общения может быть. Но мне показано, что почему-то отторжение. Вы то ли переросли уже это общение этих людей, то ли изначально почему-то вы себя чувствовали там, то ли белой вороной. Тут какой-то дискомфорт, не могу понять, вот тут в чем дело. При этом сказать, что вы там сильно разрываете эти узы или распрощались с этими женщинами, тут женщины, я тоже не скажу, тут какая-то как руки связаны, чем-то привязаны. У кого-то это трудовой коллектив, да, взаимоотношения, это понятно, материально, тут тоже может быть составляющая. Вы от них зависите, они от вас, тут материально может быть вы зависимы. Карта бездействия, как будто бы вы не разрываете эти вот узы, назовем это так. Но при этом карта борьба. То ли внутри коллектива это идет какая-то борьба, то ли у вас даже внутри, может быть, сама с собой. Вы не совсем
комфортно себя чувствуете там. Почему-то мне сразу это показали. И сочетание такое: в одна вас ложится ведьма ведающая, обладающая тайными знаниями, женщина, которая, ну, вы правда отличаетесь от других. Тут может увлечение психологией, эзотерикой. Может вот эта инаковость так проигрываться, да, вот они более земные какие-то, а у вас вот такие какие-то увлечения, хобби. У кого-то прям вот это вот привело к увлечению этой же психологией, эзотерикой, связь с каким-то мужчиной, тут по карте Павлин, мужчина изначально привлекателен, интересный, манкий, для многих женщин интересный, лакомый кусочек, может выпячивать все свои достоинства, как крылышки эти вот павлин распускать, да, крылья, так и он, вполне возможно. А при этом вы хотели с ним дом, семью, ну, может быть, знаете, как вот тут карта верность. В том числе, может быть, вы хотели именно с ним, вот вышла замуж и всю жизнь с ним прожить, да, вот тут такой нюанс может быть. То есть вы не рассматривали его как что-то временное. Но судя по вот этим картам, тут карта ребенок сидит на ступеньках, штаны разодраны, коленки сбиты, плачет, и токсичность, ядовито. Скорее всего, вы столкнулись, ну, с какой-то жестокой реальностью. Это ваши мечты разбились. И показана тут карта дьявол, карта воздух и сова. Это история о том, что вы на этом, ну, повторюсь, это в печальном опыте. Тут, видать, были какие-то отношения яркие, страстные по дьяволу, созависимые у кого-то это отношения, где вы уже столкнулись с тем, что на фоне этого мужчины вы захотели стать более яркой, реализованной, какой-то привлекательной, лучшей версией самой себя, но в то же время по дьяволу и вот эти все какие-то токсичные, многие себя подрастеряли, растворились в мужчине. Ну, как-то так, девочки. Тут показано, что уже, может быть, и страсти улеглись. Это в прошлом было. Может быть, вот эта созависимость, какая-то зависимость, вот эта больная привязанность, может быть, сексуальная у кого-то привязанность. Это уже, можно сказать, не буду говорить полностью, это ушло, но уже полегче вам. И карта сова, мудрая. Скорее всего, вы позже по полочкам все раскладываете, анализируете, дабы больше не попадаться в эти сети и не наступать на эти же самые грабли. Такая у меня ваша сигнификация вышла, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Мужской взгляд. Что мужчины говорят о вас, когда там собираются в стайки, группки, да, на перекур? Что думают они о вас, когда остаются сами с собой наедине? Так, что мужчины говорят о вас? Что думают они о вас? Что мужчины говорят о вас? Что думают мужчины о вас? Что мужчины говорят о вас? Что думают о вас? Что мужчины говорят о вас? Что думают о вас? Что мужчины говорят о вас? Что думают мужчины о вас? Открываем. Что мужчины говорят о вас? Ух ты! Угу. Говорят они о вас, что у вас разбито сердечко, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Но вы стараетесь изо всех сил, может быть, не подавать вида. Еще говорят о том, что ну, тут вот видите, дьявол, искушение. Может, говорят о том, что женщина сама по себе привлекательная, искушение для многих. Но вы также могли вот выходить или находиться сейчас, кстати, могут говорить, что вы находитесь в каких-то отношениях, каких-то, ну, не очень здоровых, скажем так, созависимых, где вы не особо счастливы. Вот тут тоже об этом говорят. Хотя в то же время могут говорить, что вы сами по себе подарок. Ну, женщина прям волшебная какая-то, классная. Ну, то ли выбор партнера у вас какой-то
Но они тут как осуждают. Не такой. С вашими данными, с вашими способностями, в принципе, с вашим всем тем набором. Я уже не знаю, чем вы там обладаете, но вот они тут высоко это оценивают. То, чем вы обладаете. Внешние данные, может, интеллект, способности, там, таланты, все, умение коммуницировать, подарок. Но при этом как будто бы выбираете не тех партнеров или не того партнера выбрали. Так. Сейчас. Опять у меня вышло тут разбитое сердце, тут разбитое сердце. Уточню. Что за приказ? Ой. Но тут взаимосвязь, знаете, могут рассказывать, говорить о том, что проблемы ваши, они в вас самой как бы заключены. Отчасти вы сами их создаете. Чем? Тут карта лилия. С одной стороны, это чистота помыслов, чистота деяний, да, карта лилия красивая очень. Но тут какая-то, давайте так назовем это, как наивность. Вот в данном случае это... С одной стороны, тут они видят вас привлекательной и сексуально привлекательной. Тут дьявол, такое много карт таких. Тут сила, это говорит о женской силе, о умении влиять на мужчин, воздействовать на мужчин. Но при этом вот эту карту я буду тут считывать вот в сочетании. Вот тут карта приказ, вот это лилия. Тут эти карты, они говорят о том, что они между собой вас обсуждают и говорят, что вы сами где то ли занижаете свою самооценку, то ли сами себе вот как приказ отдаете и выбираете опять, вот будто бы перед вами поставим мужчин, с которыми вы будете счастливы, да, в принципе, которые могут вам дать, по их мнению опять-таки, там, заботу, внимание, там, уже не знаю, счастье какое-то, для кого-то, может, материальную поддержку. А вы выберете самого неподходящего. Ну, простите, ну так мне сейчас идет. Почему это говорю? Потому что тут ваша карта, карта женщины вопрошающей, трудности какие-то и лабиринт. Будто бы вы сами выбираете себе каких-то то ли проблемных мужчин, с которыми потом стоически, героически преодолеваете эти трудности и блуждаете как в лабиринте. И как будто бы это карта подсознания, это ваш же выбор, ваше, может быть, вам неинтересно, тоскливо и уныло с какими-то, по их мнению, может быть, успешными там какими-то мужчинами. А для вас то, что там они могут говорить между собой, вот тот классный, тот суперовский, а вам, может быть, с ним вообще скучно, повторюсь, и неинтересно, и вы на него не обратите внимания. Почему-то мне так показано. Так, в чем тут злой язык? Это о чем? Нет, я спросила, смотрите, карта злой язык, видите, тут у женщины как змея изо рта. Это спросила, это у вас злой язык? Нет, карта болезни. Это для вас. Может быть, вы очень ранимая, может это скрывать, но на самом деле очень ранимая. Вокруг вас очень много сплетен по поводу именно вот ваших взаимоотношений, может, с мужчинами, по поводу там, в принципе, взаимоотношений с людьми. И тут карта шабаш, это женщины, женские злые языки, где-то это зависть, где-то это желание, ну, обесценить там ваши какие-то достоинства, принизить вас. Ну, вот тут такое вот, может быть. Ну, тут как будто бы и мужчины это понимают. Я не знаю, что вокруг вас очень много женщин со злым языком, с желанием вас укусить. Где-то даже, повторюсь, обесценить, ну, опорочить не буду, так, наверное, чуть-чуть не то. Но как будто бы, вот, может быть, даже могут говорить вот мужчинам, женщины про вас какие-то гадости. Ну, дабы даже вашу какую-то там, не знаю, привлекательность. По карте лилии это чистота помыслов, даже может быть очернить вас, какую-то репутацию вам подпортить. Но мужчины все понимают. Вот тут как будто бы они понимают, что вот эта зависть чистой воды женская в отношении вас. Но по этой карте, карта сила,
Ну, это сексуальность, манкость, это где-то, знаете, умение оставаться привлекательной, несмотря ни на что и вопреки всему. Но при этом, опять-таки, они говорят, что это вот ваша манкость, это ваша привлекательность, она не дает вам счастья в личной жизни, сердечко разбито. Но при всем при этом вы имеете власть на мужчин. При желании, они говорят, вы могли бы тут чуть ли не любого мужчину заполучить. А еще отчасти могут рассказывать, что рядом с вами, тут карта талисман, если мужчина с вами находится, то может быть за счет вашей харизмы, энергетики, за счет вот, вашего этого обаяния, очарования, может быть у мужчины дела лучше идут там в бизнесе. И в принципе рядом с вами так, как-то хотелось бы мужчинам творить, быть успешными. Вот тут такое вот. Кстати, могут еще говорить, что на вас обращают внимание мужчины, наделенные властью. Ну, то есть успешные мужчины, которые уже там обладают какими-то накоплениями. То есть не только там какие-то бедные, нищие студенты на вас обращают внимание, а мужчины уже состоявшиеся и состоятельные. Вот могут вам, кстати, приписывать тут какие-то романы еще. Ну, вот таких вот мужчин. Внимание, власть имущих, ну, начальство какого-то, если это мужчина, то могут вам тоже приписывать. А могут и не приписывать, могут на самом деле между собой обсуждать, вот там интересная женщина, вот на нее там Иван Иванович обращает внимание, 100% говорил мне. Ну, это вот мужские разговоры, да, это мужской взгляд, это что они говорят о вас. А давайте посмотрим, что мужчины думают о вас, когда они остаются сами с собой наедине. Так, о чем это? Тут карты вообще другие какие-то. Так интересно. Смотрите, что они думают. Они думают о вас. Вот это вот мне карта хоть хотелось бы озвучить сразу. Многие вас воспринимают архетип, как, ну, по архетипу любовницы, ухоженная, манкая. Тут верховная жрица. Это женщина, которая увлекается психологией, эзотерикой. Женщина, которая может быть из-за каких-то неудач, тут как ребенок, видите, плачет, из-за неудач, может в личной жизни, может быть там в принципе у вас какие-то были проблемы по жизни, да, у кого-то финансовые проблемы. Тут как будто бы озарение у вас какое-то, или же вы нашли утешение в той же эзотерике, в психологии. Вот тут такое. Или же, вот тут видите, как гром среди ясного неба. Может быть разочарование в любовной сфере, да, вас подтолкнуло к этому. Но не в этом суть. Тут будто бы изначально наивность какая-то, вот как у ребенка, да, и вы поплатились за эту наивность. Почему-то я не думаю, что вы тут могли бы иметь намного как бы выше социальный уровень и материальный уровень у вас был бы выше, если бы вы не были столь наивны в свое время. Если, может быть, бы там как-то более хитро проявлялись. Ну, тут так вот какие-то такие мысли. При этом дальше идет ваше увлечение психологией, эзотерикой. При этом вас не до конца понимают. Вы как непрочитанная книга. Выделяетесь там из толпы женщин. Может быть, какие-то знания. Понятно, тут тайные знания. Может быть, у вас какой-то философский склад, уж не знаю, ума, или вы как-то изъясняетесь так, или какие-то словечки употребляете. Такие, они заставляют мужчин этих задуматься. Вот, в принципе, повторюсь, вот, необычная какая-то женщина. При этом манкая, сексуальная. Я буду тут так это считывать. И карта сова, мудрость. Но при этом они... Мужчины, что думают о вас? При том, что не глупая, это мягко говоря, мудрость. Тут карта змея, притягательная. Но женщина, которая может, тут самобичевание. А дальше карты тоже своеобразные. Это может быть история, они могут считывать, что вы где-то до конца не отпустили. То ли какую-то любовную историю, ну, крах какой-то любовной истории.
как будто бы вы находитесь еще в переживаниях, вот, да, не прожили до конца это. Или они считывают вас. Вот знаете, песня была там очень далекие, там 90-е, наверное, годы. Муромов, по-моему, пел. Тот, который пел эти «Яблоки на снегу». По-моему, он же пел это «Женщина», что схожая с птицей раненой, там что-то такое вот. Вот тут вот такое, может быть, не знаю, то ли у меня ассоциация с совой, птица раненая. Ну, девочки, смысл этого всего, что женщина, которая много испытала боли, может быть, предательство в свою жизнь испытала, именно вот в любовной сфере. И где-то женщина, вот тут самобичевание, почему-то как будто бы, это не то, что там сродни не уверена в себе, а женщина как будто бы еще, повторюсь, не до конца выздоровела от каких-то токсичных, может, взаимоотношений. Но на пути к выздоровлению. Почему я это говорю? Потому что от вот такого состояния самобичевания, может быть, раскаивания, может быть, там, попыток оправдать там какого-то мужчину, как будто бы вы плавно переходите к карта эго, к эгоизму. Тут здоровый и не совсем здоровый эгоизм. Но вот как будто бы они вот это вот все это считывают, может, по вашим каким-то, ну не знаю, там, умозаключениям, фразам каким-то. Они видят, что вы хотели бы, конечно, в дальнейшем не повторять каких-то вот этих ошибок. И по карте эго все-таки любить себя, холить, лелеять. И тут вот карта такая, ключ, смотрите, сердечко ледяное, да, замороженное, а в нем внутри ключ. То есть вы хотели бы, может, в будущем не становиться легкой добычей, мишенью какой-то для, ну, мужчин. Разного рода мужчины бывают, да. То есть вы хотели бы, чтобы мужчина для того, чтобы ключик к вашему сердцу подобрал, то он должен это сердечко ваше вначале растопить, приложить усилия, а не просто так пришел, воспользовался, да, и ускакал. Тут вот как будто бы вы сознательно можете усложнять эту задачку. Для чего? Для того, чтобы какие-то бонусы получить от взаимодействия, для того, чтобы больше не страдать, для того, чтобы тот самый это был. Ну, для того, чтобы больше вы не ошиблись в выборе. Вот тут такое. И они прекрасно понимают, что у вас тут вот эта карта, она показывает, что вокруг какой-то тут стоит, ну, вот социум, да, люди какие-то тут деловые, серьезные, в общем, тут мужская фигура, женская, тут. И такой, как архетип любовницы, да, женщина красивая, ухоженная, но она в униженном состоянии, она пытается собрать осколки, тут осколки зеркала, осколки своего счастья. Это история о том, что вы не хотите больше повторять вот этих ошибок, не хотите чувствовать себя униженной, обесцененной, не хотите больше, ну, как будто бы даже вообще тут карта такая своеобразная, это карта любовницы. Вы не хотите быть второй, третьей, да, вы хотите быть единственной, самой важной. Где-то отчасти они, может быть, даже считывают, что тут болезненный опыт, поэтому тут карта остуда. Видите, как карты похожи. Холод, тут ледяной. То есть вы сознательно закрываете свое сердечко. Ну, как будто бы они, ну, считывают, они думают о том, что эта женщина осознанно схлопывается, показывает, может быть, свой холод, может быть, эти рамки границы даже эти выстроены, но это как будто бы осознанно вокруг себя вы баррикады выстраиваете. Но при всем при этом карта клевер и мужчина. При всем при этом, мне так кажется, вот эти последние карты говорят о том, что если мужчина действительно захочет и будет прикладывать усилия, то шансы он получит. Вы дадите ему шансы. Но мне так идет. То есть не все потеряно, да? Другими словами, вы тут баррикады выстраиваете осознанно, не понимают, почему вы и сердечко замораживаете, и, может быть, даже там вот начинает мужчина с вами там, ну, в коммуникации какие-то входит, там, диалог выстраивает, а потом в один момент понимает, хоп, вы схлопнулись, закрылись, и дальше не идет разговор. И он понимает, почему, потому что, ну, лишний раз он там, ну, вы не хотите там, чтобы вам причинили боль. Ошибиться не хотите. Так, шансы мужчина. Ну вот смотрите, карта мне опять вышла. Тут карта клевер, и тут карта клевер, шансы. То есть, и тут, с одной стороны, не знаю уж, как это трактовать, карта жадность, шансы.
земля. Я это буду так трактовать, что если мужчина действительно будет вкладываться, в том числе материально, ну, то есть не просто там лайки он поставит, да, и где-то там пересечется, судьба сведет, так сведет. Если судьба, то мы будем вместе. Нет, если вы увидите, что он действительно проявляется, то тут будут шансы, то вы дадите шансы. Да. Вы просто уже сейчас проявляете, карта сова, опять вышла сова, мудрость. Вы изо всех сил хотите оградить себя от такого типажа мужчин, воин, которые разрушают, которые не созидают, которые приходят уже на все готовое, ну, больше, ну, как потребители. Вот вы хотите отсеять вот их, такой контингент. Вот об этом думают мужчины, вот так о вас они думают. Мудрость сова много раз вышла. Вот такой расклад, девочки, у меня получился сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.